Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня вы узнаете много интересного о судьбе актрисы, сыгравшей в сериале «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», о Веронике Кастро, которая была кумиром миллионов, не только в родной Мексике, но и в России. А знали ли вы, почему актрису уважали как у нее на родине, так и далеко за ее пределами, что в детстве закалило характер Вероники и помогло ей добиться головокружительного успеха? Кем были ее мужья, и в чем актриса провинилась перед своими детьми? Подробнее об этом прямо сейчас. Поклонники всегда интересовались личной жизнью Вероники Кастро, но она предпочитала рассказывать об отношениях, когда те уже закончились. После сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Вероника Кастро стала звездой мирового масштаба. Актриса работала телеведущей, записывала песни, гастролировала. Каждое ее появление на публике сопровождалось овациями поклонников. Уважение у соотечественников вызывал и тот факт, что артистка выбралась из бедности собственными силами. Хотя Веронику окружали звезды кино, она не переставала демонстрировать независимость от покровителей и ухажеров. По законам мыльных опер, в которых так часто снималась актриса, однажды она должна была встретить своего принца. Однако Кастро родила обоих сыновей вне брака, и призналась, что романы в реальной жизни всегда заканчиваются печально. 19 октября звезде мексиканских сериалов исполнилось 67. Недавно она заявила, что завершает карьеру и посвятит остаток дней заботе о близких. С радостью ли наследники Вероники Кастро приняли эту новость? Одно время ходили слухи, что мама разрушила сыновьям жизнь, вмешиваясь в их семейные отношения. В чем же актриса провинилась перед детьми? Об этом вы узнаете буквально через минуту. Будущая актриса появилась на свет в Мехико. Первые годы ее жизни были омрачены унизительной бедностью, родители девочки развелись, когда в семье уже появилось 4 детей. Прокормить столько голодных ртов маме Веронике, работавшей простым секретарем, оказалось трудно. Кастро носила нелепые и старые наряды, из-за которых над ней смеялись сверстники. Дразнили ребенка из-за маленький рост, при котором склонность к полноте особенно бросалась в глаза. Но недоброе отношение окружающих лишь закалило Веронику, твердо решившую изменить свою судьбу. Она занялась спортом и превратилась в подтянутую девушку. В 12 лет будущая звезда уже выиграла местный конкурс красоты. Она не рассчитывала на помощь близких, пытаясь всего добиться самостоятельно. Вскоре Вероника стала активисткой, с завидной регулярностью выступая на школьной сцене. Шанс добиться успеха впервые выпал ей после знакомства с влиятельным депутатом, который представил Веронику руководителю театральной академии, Андресу Солеру. Без тени стеснения девушка из бедной семьи попросила Солера быть ее крестным и предоставить стипендию в вузе. И как вы думаете, получила ли юная Вероника титул крестницы и стипендию? Растерявшись от такого напора, мужчина дал студентке все, чего она хотела. Но стипендия оказалась лишь каплей в море, ведь семье требовалось гораздо больше денег на пропитание. Тогда Вероника снялась обнаженной для обложки мексиканского журнала. Родных шокировал поступок девушки, но та знала, что это необходимо не только для заработка, но и для ее дальнейшей карьеры. Правильно ли она поступила, как ты считаешь? Напиши свое мнение здесь в комментариях. Вскоре Кастро появилась и в фотоновеллах. Это такие популярные в то время в Мексике брошюры с мини-историями. Первый успех ждал модель, когда она попала на шоу «Ха-ха». Ведущий Мануэль Вальдес обратил внимание на Веронику и помог ей в продвижении. Благодаря наставнику артистка получила диплом диктора и начала работать на радио. В 1970-м она выиграла конкурс «Лицо года» и получила доступ на телевидение. Кроме того, Кастро занималась вокалом, и вскоре ей доверили проекты «Ночь за ночью» и музыкальный журнал. Она трудилась все больше и больше. Вероника вспоминает. Иногда я думаю обо всех случаях, когда болела, уставала, пропускала много прекрасных моментов с детьми, или об отсутствии времени на себя. Зато люди узнают меня на улице, они любят меня. Дальше, предложения посыпались на артистку как из рога изобилия. Спектакли, музыкальная карьера. Но главной вехой ее творчества стало кино. Поначалу актриса отказывалась от ролей в мелодрамах, но под натиском продюсеров согласилась сыграть в сериале «Богатые тоже плачут». Успех картины оказался так велик, что Вероника гастролировала по всему миру, а в Мексике называлась звездой номер 1. Да, это действительно примечательно. Наибольшую известность ей принес именно сериал, в котором она не хотела сниматься. Интересно, такое вообще в жизни часто случается? Напиши, если знаешь, в комментариях, или ставь лайк, если у тебя было нечто подобное. В 80-е Кастро почти не покидала телецентр, разрываясь между работой в актуальных шоу и съемками в «Дикой розе». Сериал пришелся по душе и российским зрителям,
Так что в начале 90-х актриса приехала в Останкино, где прошла передача «Встреча с Розой» и премьера ее песни «Макумба». В 2010-м артистка вновь посетила Москву, на этот раз в качестве члена жюри «Минуты славы». Последним сериалом в фильмографии Вероники Кастро стал проект «Дом цветов», где она исполнила главную роль. Актриса продолжала появляться на телевидении и записывать песни. О завершении карьеры звезда заявила в личном микроблоге в прошлом месяце. Я устала от этой злобы и, как уже много лет говорю, хочу покоя. Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все. А что у Вероники было на личном фронте? О, это настоящие мексиканские страсти. В 70-е Вероника Кастро уже была популярной ведущей, поэтому мало спала и много работала, стараясь продержаться на волне успеха как можно дольше. Каждые полгода она проверялась в клиниках и делала инъекции витаминов, чтобы оставаться энергичной. Во время одного из обследований актриса узнала, что беременна. Интересное положение незамужней звезды обсуждала вся Мексика. Кастро вспоминала. Я была одной из немногих знаменитых женщин, которые говорили, я не замужем, но у меня будет этот ребенок. Это было действительно табу. Несмотря на осуждение окружающих, актриса родила сына Кристиана. СМИ не переставали гадать, кто же отец мальчика, но официального признания артистка так и не сделала. Когда наследник вырос и стал музыкантом, он заявил, что его папа – Мануэль Вальдес из шоу «Ха-ха». Замуж Вероника так и не вышла и годами твердила о своей независимости от мужчин. Интересно, такое вообще возможно, чтобы мужчины и женщины были независимы друг от друга? Напиши в комментариях. Вероника Кастро рассуждала. В теленовеллах бедная девушка находит своего принца и становится богатой, выйдя за него замуж. Моя жизнь была почти такой. Просто мне пришлось потрудиться, чтобы продвинуться вперед, потому что мой очаровательный принц никогда не появлялся. Спустя 10 лет после рождения Кристиана на свет появился второй сын звезды Мишель. О его папе знали все в актерских кругах, ведь с Энрике Ньембра артистка долго жила в гражданском браке. Но общий ребенок не смог укрепить отношения пары. Энрике изменял Веронике, и однажды ей попросту надоело терпеть предательство. Расставание оказалось тяжелым, Кастро рыдала ночами, засыпая в обнимку с детьми, но простить Ньембра не смогла. О количестве мужчин Вероники Кастро ходили легенды. Она встречалась с коллегой по картине «Моя официантка» Омаром Фиера, партнером по сериалу «Ад в маленьком городке» Хуаном Солером, Хорхе Мартинесом из «Лица любви», но к алтарю не пошла ни с кем из них. По заверениям актрисы, у всех ее романов был печальный финал, а женское счастье обретали лишь ее героини в кино. Нелегко складывались и отношения артистки с детьми. Так, злые языки твердили, что ревнивая мать не давала старшему сыну создать семью. Он развелся с Габриэлой Бо и второй раз женился на аргентинской актрисе Валерии Либерман. Свекровь и невестка не нашли общего языка настолько, что Кристиан перестала общаться с родительницей, и о появлении на свет внучки она узнала из газет. В итоге Кристиан развелся и с Валерией, признав, что мама правильно его предостерегла. Экс-супруга сняла со счета все его деньги и взяла под контроль авансы за выступления. Певец работал почти бесплатно, пока его разоряла избранница. Ко всему прочему, Либерман удалось отсудить у артиста детей. Новый сюрприз ждал музыканта, когда бывшая подруга рассказала, что родила от него дочку. Малышка Рафаэла, тем не менее, вошла в звездную семью на правах любимой внучки Вероники Кастро. Что касается второго сына Кастро, то ему не слишком везло в личной жизни. 8 лет Мишель встречался с художницей Паолой, как вдруг расстался с ней накануне помолвки. Поклонники уверены, здесь не обошлось без вмешательства Вероники. А теперь немного о борьбе Вероники, борьбе за молодость. На протяжении 4 десятилетий актрису называли секс-символом, пышные волосы, чувственные губы, на нее невозможно было не обратить внимания. Однако в последнее время Кастро сильно изменилась, и на снимках поклонники уже не могут узнать некогда обожаемую звезду мыльных опер. Поклонники перестали узнавать злоупотребляющую пластикой Веронику Кастро. Зрители нашли и причину случившегося, артистка злоупотребляла пластическими операциями, поэтому ее лицо все больше походило на маску. Мимики никакой, видно, что ей даже улыбаться сложно, сетовали пользователи соцсетей. Негативное мнение подписчиков звезда проигнорировала, считая свою внешность вполне привлекательной. Ставь лайк, если также считаешь ее внешность вполне нормальной. Наверное, всем интересно, как же живет сейчас звезда сериалов Вероника Кастро. Да, дикие розы не вянут. История успеха Вероники Кастро вдохновляет миллионы людей.
Тщательный уход актрисы за собственной внешностью, чтобы не говорили критики, также заслуживает восхищения, поэтому Вероника создала бренд именной косметики. После заявления о завершении карьеры, возможно, это направление останется единственным заработком артистки. Но сейчас звезду заботит лишь благополучие близких, после стольких лет жизни в бешеном ритме она наконец получила шанс посвятить себя семье. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик, тогда вы всегда будете в курсе интересных новостей и историй жизни всеми любимых звезд. До встречи на канале News World.